Однажды женщина средних лет, жительница небольшого города Квебек-Сити, выглянула утром в окно своего дома и заметила во дворе незнакомого кота. Животное явно бродило в поисках еды, его, вероятно, привлек запах завтрака, доносившийся с веранды. Кот надеялся найти хотя бы что-нибудь съестное. На первый взгляд, самая обычная ситуация, ничего необычного. Но была одна деталь, от которой у женщины сжалось сердце: у кота не было ушей. К тому же выглядел он крайне изможденным, худой, грязный, с потускневшей шерстью и грустным взглядом. Жительницу города, которую звали Марта, настолько тронул вид бедолаги, что она сразу поняла: без помощи он не справится. Было очевидно, что коту срочно требуется ветеринарное вмешательство. Марта связалась с местной организацией помощи бездомным животным. Там согласились принять кота и заняться его лечением. Позже волонтеры выяснили, что кот уже несколько лет выживал на улице в полном одиночестве. Он постоянно голодал, перебивался случайной едой и жил в тяжелых условиях. Прошлой зимой с ним произошла трагедия. Из-за сильных морозов он получил обморожение ушей, а затем развилась инфекция. В итоге уши пришлось удалить полностью. Несмотря на все испытания, этот уличный боец сумел выжить. Коту было примерно 7 лет. Осмотр у ветеринара выявил множество проблем: паразиты, старые и свежие раны, шрамы по всему телу, а также кошачий вирус иммунодефицита. Это был далеко не полный список его диагнозов. Животному назначили длительное лечение, чтобы хотя бы стабилизировать состояние. Кота назвали Лео. В приюте волонтеры грустно шутили, что Лео будто бы уже потратил почти все свои 9 жизней, настолько тяжелым было его состояние. Более 3 месяцев он провел в ветеринарной клинике. За это время удалось сделать почти невозможное: здоровье кота заметно улучшилось. Поначалу Лео избегал людей, годы уличной жизни дали о себе знать. Но со временем он начал доверять тем, кто заботился о нем, и раскрылся совсем с другой стороны, как спокойный, ласковый и добрый кот. Сейчас Лео живет на временной передержке у заботливых людей. Он много спит, хорошо ест и получает столько ласки, сколько ему никогда не доводилось испытывать раньше. Особенно ему нравится, когда его гладят, ведь еще совсем недавно он был совсем один. Очень хочется верить, что скоро Лео найдет свой настоящий дом. Он слишком много пережил и заслуживает спокойной, счастливой жизни в тепле и заботе. Удачи тебе, Лео. Пусть дальше все будет только хорошо.